лапу. Да, отлично! Привет, собаководы, я Игорь, инструктор по дрессировке. Сегодня будем учить на необученной собаке команду «Чау». Это примерно как «дай лапу», только собаке нужно просто в пустоту помахать лапой правой или левой. Главное одной. На самом деле все очень делается просто. Это самый, наверное, простой трюк, один из самых эффектных. И делается он по той же самой схеме, как команда «дай лапу». Только при лапу, атака лапу. Да, мы хвалим собаку за выполнение команды лапу, когда лапа касается руки. А здесь же я ввожу новое слово, и нету прикосновения. Собака в пустоту должна махнуть своей лапой. То есть отличается все отсутствием физического контакта. Если ваша собака знает команду «дай лапу», обучалка была на канале, то сделать «чау» можно сразу с командой. Чау. Атака. Чау. 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 Да, да. Такая ленивая, на отвали. Чау. Чау. Да, отлично. Заметьте, я похвалил собаку не тогда, когда рука коснулась лапы, или лапа коснулась руки, как посмотреть, а в тот момент, когда она только задирает лапу, я уже да. Своевременность поощрения — это самое ключевое для выработки этого элемента. Дача лакомства — это долгий процесс, оно занимает время. А вот ваше слово — это секунда, и вы сможете подать слово в нужный момент, когда лапа находится в самой верхней точке. И тогда у собаки выполнение по команде «чау» будет как раз-таки ассоциироваться с поднятием лапы наверх, в максимальную точку. Еще раз. Чау, чау. Да, отлично. Я подсказку делаю рукой, но при этом, при всем, я не ловлю лапу рукой. Чау, чау. Да, отлично. Единственное что, заметьте, я сейчас хвалю собаку за любую лапу. Махнула правой, махнула левой, да по барабану. Но я всегда советую вырабатывать акцент на одну лапу. Одно слово — это одно действие. Если вы будете перебирать то правую, то левую лапу, собака будет делать наугад. И важно, ни в коем случае, не только при этой команде, а в любой команде, мы не хвалим за самостоятельное выполнение. Мы в обязательном порядке должны отхваливать только выполнение по команде. Если собака сама машет лапой, мы ни в коем случае не хвалим собаку. Чау! Чау. Да, отлично, хорошо. Заметьте, я делал подсказку на то, что я показываю собаке ладонь, как в «дай лапу». Но здесь же я по команде «чау» хочу сделать другой жест, поэтому я потихонечку начинаю модифицировать ту же самую подсказку на более удобную для меня. У меня команда «чау» синергию вот так вот, типа лапками помаши, чау. И я из этого должен сделать вот это. А я в траве давно уже. Я из вот этого должен делать вот это. Разницы нету никакой, это всего лишь подсказка. Поэтому чау, чау. Да, отлично. То есть я делаю что-то промежуточное между вот этим жестом и между вот этим жестом. Я просто начинаю рукой немножко подсказывать по-другому. Атака. Чау. Чау. Да, отлично. Еще раз. Первые разы я отхваливаю за любую лапу, чтобы хоть как-то похвалить собаку, чтобы она не запуталась. И самое главное, чтобы собака не перегорела. Это самая большая ошибка всех собаководов. Они начинают требовать больше в тот момент, когда нужно похвалить хоть за что-то, чтобы у собаки сохранилась мотивация. Теперь мы определяем лапу, за какую я лапу буду хвалить. Дальше начинается отбор поведения. Я буду хвалить за правильное, а за неправильное вообще не буду хвалить. Какая команда «чау» будет на какую лапу? Правую. Вот эту. Сейчас мы будем вырабатывать команду «чау» только за правую лапу. Атака, атака, чау, атака. Атака! Чау, чау, чау. Да, отлично, умница. Чау, чау. Да, отлично, хорошо. Важно отхваливать только в момент верхней точки. Только потом в дальнейшем мы будем из этого делать полноценную выдержку. Выдержка — это усложнение выполнения, то есть это растягивание момента. Только тогда, когда собака по одному слову сделает выполнение сразу же, тогда вы сможете требовать от собаки выдержку. Чау, чау. Да, отлично. Чау. Да, отлично, умница. Чау. Атака. 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 Стой. Мы не можем за один раз или за один подход выучить до идеала команду. Если вы будете эту команду и любую другую, которая подразумевает длительное выполнение, делать многократно, каждую активность, каждый раз, по несколько раз в день, вы добьетесь идеального результата достаточно быстро. Пишите в комментариях, на какой следующий трюковой элемент снять обучалку. И помните, все в ваших лапках. Пока.